Обычаи и традиции казахского народа – это пример поведения, эталон учтивости и уважения. Казахский народ богат своими духовными ценностями. Казахи растят порядочных дочерей и достойных сыновей на основе своих традиций. Характерные черты, присущие народу, можно определить по национальной музыке, рукоделию, обычаям и традициям. Изучая эти особенности, можно понять жизненные принципы, душу народа. Казахи – народ щедрый, доброжелательный, широкой душой. Кроме этого, народ очень талантлив и бостро обучаем. Казахи быстро впитывают новое. Гостя, пришедшего в дом, мы очень уважаем. Накрываем большой дастархан. Это наша натура, психологические особенности. Казахи мы такие. Вот, смотрите, это мой внук. По обычаям дайте моему внуку куримдык. А это правильно, сватья, ну вручайте же свой подарок. Обычаи и традиции – это закон жизни, основной принцип воспитания. Есть казахская народная мудрость. Хоть 6 лет голодай, но обычаи отцов не забывай. Времена меняются, но мы видим, что казахские свадебные традиционные обряды передаются из поколения в поколение. Мы уже начали забывать, что же не даем коржин невестке. Да, надо отдать коржин, ведь издалека привезли. Перечислю подарки от свата. Племяннику он дает стригуна, Бог даст, поедете в аул, заберете. Через знание предков устанавливаются родственные связи. Такая взаимосвязь приводит к национальному единству. А народное согласие – это значит сохранить свою нацию, это забота о ней. Есть одно правило, неизменное на все времена. Это как неразрывная связующая нить, идущая из прошлого. Это человечность, уважение старших. Нужно почитать свою семью. Невестка – радость семейного очага. После появления невестки в доме появляется счастье. Как невестка в дом приходит, все почтенные люди уделяют особое внимание ее воспитанию. У нас, у казахов, есть традиция воспитания невестки. Невестка дорогая, по обычаям казахского народа, молодая невестка дает имя своей заловке, деверю. Господин Жигит, добро пожаловать, проходите на почетное место. О, женище, я сам издалека приехал. Коня измучив, мечтаю попить чай из ваших рук. У казахов есть слово «родовитость». Мы спрашиваем, из какого рода. Это значит, что нужно знать своих предков до 7-го колена. Жениться можно, если общих предков не было в этих 7 поколениях. После 7 поколений говорят праправнук или родственник далее 7-го колена. Это означает, что ты уже далек по крови и сможешь жениться на представительнице того же рода.
Для казахов дом отца имеет особое значение. Шанырак символизирует дом, семью. Молодоженам дают благословение словами «пусть будет крепка семья». Это значит, пусть созданный новый очаг будет крепким, а авторитет высоким. В нашем народе есть традиция совершеннолетнему женившемуся старшему сыну отдавать долю имущества, чтобы выделить его в отдельную семью. «Сынок, весь этот скот твой». Есть традиция старшему сыну дать долю имущества и выделить в отдельную семью. На твою долю 10 овцематок, 2 коровы, кобыла же ребенком. А младший сын останется хозяином в отцовском доме. Невестка, сегодня, взяв долю имущества, вы собираетесь с сыном создать отдельный дом. Женщина ближе всего к посуде, она благополучие и основа дома. Поэтому хочу выделить тебе посуду. Одна из характерных общих черт казахского народа – это гостеприимство. Накрыть стол и встретить гостя, кто бы это ни был, с искренним настроением и учтивостью. Казахи – щедрый народ. Даже незнакомому гостю, переступившему порог дома, предлагают кушанье, показывая свою благосклонность, уважение и приязнь. Ритуал раздачи угощений имел особое значение в традиции казахского гостеприимства. Сначала сватьям мясо с тазовой костью, девушкам мясо с берцовой костью. А эта грудинка полагается для зятя, жирная, мягкая. Для зятя дочери этого дома предлагается, чтобы он стал своим человеком в доме.